Друзья, привет! Сегодня мы будем переезжать вместе с вами из Варшавы в прекрасный город Гданьск. Я покажу вам наш путь, атмосферу переезда, рум-тур и закупку еды. Приятного просмотра! Пока собираем вещи, скажу, почему Гданьск. Первым польским городом мы выбрали Варшаву, потому что это столица, здесь красиво и есть много чего интересного. А дальше выпал Гданьск, просто потому что он нам очень понравился визуально. Мы увидели, что город стоит на каналах, здесь есть море, и вообще он очень отличается от всех других городов Польши. И не важно, что он находится очень далеко от Варшавы. Грустно ли уезжать из Варшавы, столицы Польши? Да, немного грустно, потому что я очень полюбила этот город за его атмосферу, невероятные места и вот такие высотки, виды. Блин, у нас будет вид похуже, я сразу говорю. Но это с одной стороны. С другой стороны, мы с Андреем очень любим изучать новые места, и лично я уже, Андрей, наверное, тоже не привязываемся к местам, к жилью, к городу, и нам уже довольно просто переезжать, поэтому здесь было классно, но дальше будет точно не хуже. Так что в путь. Специально для тех, кто не смотрел прошлый переезд, показываю квартиру в Варшаве. Она вот такая уютная, вот наши чемоданы. Кстати, вещей как будто бы было больше с непривычки, но мы как-то все-таки их вместили в чемоданы, в рюкзаки, и даже без пакетов, там только вода. Мы здесь все прибрались, как обычно. Здесь Андрей. Да, вот такая вот комната. Ванная. Такой экспресс-обзор. Коридорчик. И кухня. У тебя такой тяжелый рюкзак, что я его не буду поднимать. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Мы с вами пришли к вокзалу Варшавы. Он очень красивый, стильный и чистый. И тут еще на втором этаже находится Бедронка. Мы сюда иногда ходили, потому что живем совсем рядом. Интересный факт. Вообще в Варшаве действуют 3 вокзала. Варшава центральная, Варшава западная и Варшава восточная. Блин, я почему-то не могла это запомнить, ну да ладно. Мы сейчас находимся в Варшаве центральной, и отсюда можно добраться в любую точку Польши. Для нашего путешествия мы выбрали поезд ПКП Интерсити. Это лидер польских железных дорог, который использует скоростные поезда. По билетам, кстати, вышло дороже, чем мы думали. 338 злотых на двоих. Это вот столько гривен. Но, как минимум, будем ехать с повышенным комфортом, как нам обещают. Еще пару слов про компанию. Во-первых, у них очень удобный сайт и легко купить билеты. Во-вторых, поезда везут ко всем основным городам Польши и к некоторым европейским, например, в Берлин. В Польше в целом ЖД-инфраструктура хорошо развита, поэтому здесь легко перемещаться между городами и выезжать в другие страны шенгенской зоны, например, в Австрию, Чехию или Германию. Итак, обзор нашего места. С чего начнем? Во-первых, здесь есть такая штука, чтобы можно было поесть, попить. Также здесь разные места для разных вещей, штука для ног, что кайфово. Есть мини-мусорник, это так мило, не могу. Также показываю на Андрея. Здесь есть кнопка, чтобы опуститься, и можно было лежать. Рядом находится вот такая вот лампа, давай включаю, магия сенсорных кнопок. Да, вот можно почитать, когда темно. Что еще? Еще здесь, кстати, есть вот такая вот ручка. И обратите внимание, здесь она вот такой ширины, а здесь вот такой. То есть тут все так продумано, что здесь одна рука, а здесь логично, что находится 2. В общем, я кайфую. Розетка. Да. Чего здесь только нет. Все очень четко продумано. А еще есть Wi-Fi. И, конечно же, вот такой красивый вид. Окно практически идеально чисто. Очень классные вагоны, я просто не могу. Вот здесь есть место для багажа, место для велосипедов,
просто очень удобно. Кстати, еще много мест для багажа наверху. Ну и туалет, собственно. Шрифт Брайля. Розетка. Сенсорные датчики. В общем, все четко. Вот так здесь выглядят вагоны, и классно, что можно проходить вот так вот из вагона в вагон, наверное, из первого к последнему. Короче, ребята, я в восторге. Сразу как мы зашли в вагон, здесь играла очень приятная классическая музыка. И в целом давайте пройдемся по плюсам. Во-первых, здесь очень... Спасибо, Андрей, что он держит микрофон. Работаю. Да. Во-первых, здесь очень комфортные сиденья, здесь удобно ехать. Как бы логично, да, для чего поезда существуют. Очень мягко. Да, очень мягко мы едем. Прям вообще не чувствуется это. Очень тихо. Ну, потому что это интерсити, все дела, и премиум класс. В общем, здесь очень просторные сиденья и просторный проход между сиденьями. Также здесь есть Wi-Fi и розетки, что удобно для людей, которым нужно работать, или, ну, особенно тем, кто далеко куда-то едет. И также здесь есть вагон-ресторан в некоторых поездах. Не знаю, в нашем есть или нет. Мы недолго будем ехать. И также нам еще, кстати, предлагали бесплатную воду. Вот. Что ты еще можешь дополнить? Да, помимо крутого сервиса и комфортной дороги, когда я покупал билет, я видел, что здесь есть отдельные вагоны для инвалидов и также вагоны с тихими местами, где нельзя шуметь, что интересно. В принципе, здесь можно даже путешествовать с велосипедами, потому что мы видели специальные места для этого и с большим количеством багажа. Поэтому реально вот в каждой детали ты понимаешь, за что были уплачены деньги. Немножко закупились в бедронке и будем наконец есть. Я лично очень голодная. Прикольная колбаса с перцем. Такого мы еще не ели. В общем, да, мы в Гданьске. Хотела вам красиво снять его вокзал, а он оказался на ремонте. Но все же интересно то, что здание вокзала сочетает в себе два стиля – барокко и эпоха Возрождения. Мы тут решили идти пешком с вокзала и просто обалдели от красоты этого города, от того, как он отличается от Варшавы. Просто посмотрите. Да, очень необычно. Да. Единственное, туман немного портит, но, блин, как необычно, как красиво, очень много красных зданий. В этот раз будем жить в ЖК. За счет того, что мы приехали в морской Гданьск зимой, а не летом в сезон, жилье обошлось нам в 3 раза дешевле. Именно эта квартира. Мы сами были в шоке, когда узнали цену аренды летом. Сколько мы потратили, скажу позже, а пока заселимся в квартиру и покажем ее вам. Ну что, вы готовы к рум-туру? Ну, погнали. Заходим и видим вот такой вот коридорчик. К сожалению, некуда положить какие-то вещи, нет полочки, знаете, ничего такого. Но есть зеркало в полный рост. Дальше идет ванная, точнее душ и очень-очень красивый водовак. Та-дам! Люблю говорить «та-да». Короче, вот такое вот красивое зеркало. Круглое, обожаю круглые зеркала. Все такое белое, стильное, похоже на отель. Очень прикольная, кстати, душевая такая, как это называется? В общем, штука. Нет, я имею в виду вот этот вот гриб вверху. В общем, вот так вот здесь все. Стильненько. Цвета очень приятные, такие минималистичные. Идем дальше. Самую главную комнату не хочу вам сразу показывать. Спальня. Вот она. Здесь, конечно, вид очень интересный,
на другие балконы, на этот дом. Но ничего. Вот такая вот кровать, интересная стена, как будто бы недостроенная в таком стиле, и лампы приколдесные. Из того, что минус, это то, что мы не нашли полотенца никакие, что странно. Здесь сломано, точнее, вот нету ящичка, полки. Почему? Непонятно. Здесь такие шкафы, которые нажатием открываются. Вешалки есть. Тут такие 2 ряда получается. Ну, в целом места достаточно. Но где полотенце? Вот тут еще один шкаф, и еще вверху есть места, если не хватило. И идем дальше. В главную комнату. Красота. А где Андрей? А я думаю, где ты? Короче, сразу покажем вам, как здесь открывается специфически дверь на балкон. Вот так. Там сейчас холодно, туман, очень-очень сильный, темно, кстати, уже. Ну, вот так выглядит такой двор. И здесь внизу газончик. Вот, ну и дом, да, ничего такого. Поэтому я и говорила, что вид не самый лучший. Здесь находится телевизор и обеденная рабочая зона. Стулья неудобные, но стол удобный, потому что он большой, и на двоих нам как раз хватит. Выглядит красиво. Кухня очень стильная, на первый взгляд очень классная. Думаю, на второй тоже. Ну, в плане, конечно, стиля, визуала, цветов, это прям вообще шикарно выглядит, я прям в шоке. Плита. Так, холодильник, да. Холодильник немножко разочарование, потому что он маленький. Ну что ж, мы не знали. Оказалось, что вот это где-то здесь находится или с другой стороны. Дальше приборы. Тоже все, кстати, в очень классном стиле. Такой минимализм. В принципе, все основное есть. Ну так, на первый взгляд, опять же. Здесь находится ведро. Кстати, что, серьезно? Это такой маленький веник? Блин. Посудомоечная машина. И стиралка, которая открывается снизу. Вот такая обычная. Что еще? Здесь еще очень красивая, как тут открывается. Очень красивая посуда вообще. Цвет такой молочный, кайф. Здесь находится чашки, микроволновка. Да, кстати, нет духовки, если вы заметили, духовки нет. Есть только плита и микроволновка. Люблю все показывать. Тут стаканы всякие. В общем, вот так вот. Покажу вам в целом, как все выглядит. Пишите в комментариях, как вам квартира. Ну, кстати, из минусов то, что мы заметили, это грязный пол. Андрей сразу сказал, что тут не особо прибрались в плане пола. А так в целом чисто, минималистично и, кстати, пахнет ремонтом. Вот мы зашли, и такое ощущение, что нам первый раз дают эту квартиру, и такие воспоминания из Днепра, Украины, когда мы заселялись в квартиру там. Сколько обошлась эта квартира? 5500 злотых. Я не скажу в долларах сейчас. Да, обошлась она вот так. Кстати, из вариантов, в принципе, больше и не было. Мы искали в Гданске. Мы искали квартиру, но, в общем, был только этот адекватный вариант, остальные были какие-то странные или дорогие. Вот, так что как-то так. И я не шутила, когда сказала, что летом она стоит в 3 раза больше. Короче, зашли мы на 6-й этаж, искали подъем на крышу, и тут такое, опа, спортзал, походу бесплатный для жильцов, но мы будем уточнять. Но типа атмосфера здесь очень классная, здесь есть беговая дорожка, мы как раз любители бегать, но в парке, типа на улице летом, а сейчас холодно, вот, гирлянды всякие, в общем-то, прибамбасы спортивные, так что можно заниматься. Ну, наверное, блин, не в нашей обуви, зря мы так зашли, ну, короче, очень круто. Мне нравится, хотела бы сюда прийти. А на крышу мы таки вышли, но здесь сейчас очень темно и туманно, поэтому все, что мы видим, это вот такую вот тьму. Здесь наверняка очень красивый вид, но сейчас, да, благодаря туману вообще ничего не видно. В общем, я думаю, мы сюда выйдем как-то днем, когда будет более хорошая погода, и нормально для вас все снимем. Но в целом здесь очень
уютно. Блин, к сожалению, реально ничего не видно. Но, в общем, здесь есть скамейки, стол. Можно посидеть, что-то поесть, покайфовать. И, кстати, не холодно сейчас, вот что я заметила. Но летом вообще здесь круто, я думаю. Видно Вот канал здесь, красивый. да, здесь канал, но ничего не видно. Мы вышли в магазин, и тут так тихо, просто вообще ни одного звука, потому что сегодня Рождество. Просто послушайте. Капец. Как будто просто город вымер. Наверное, так сейчас во всей стране. Вообще ни одного человека. Я на самом деле обожаю такие моменты. Там утром или ночью, когда вообще никого нет. Кстати, сейчас не ночь. Сейчас еще вечер. Сколько там? 6 часов. Вот, так что, как бы, да, кайфую всегда. Потому что я, с одной стороны, люблю людей, но, наверное, больше я люблю, когда этих людей нет. Или очень мало. Да. Да, вы правильно поняли, или, может, не поняли, но мы сходили в Жабку. Впервые мы там скупились. А суть в том, что изначально мы напутались с датами, и наш переезд из Варшавы, точнее, наша бронь квартиры закончилась 24 числа, как раз на Рождество, и мы в этот день должны были переезжать. Мы переехали, и оказалось, что в этот день магазины большие закрываются в час дня, типа Кауфланда, а остается только Жабка, ну, маленькие магазины, и мы в нее пошли как раз перед закрытием, успели скупить то, что увидели. Короче, взяли на первые дни, до вторника магазины не будут работать большие, вот, надеюсь, мы выживем. В общем, мы взяли соль, макароны, сосиски. Ну, у нас не очень будет здоровая еда, ну, какая есть. Хлебцы одни, вот такие еще макароны. В принципе, кстати, в Жабке неплохой такой и выбор, как оказалось. Дальше мы взяли рис. Хотим сделать с молоком, а может и нет. Посмотрим. Также взяли желе, отметить. Андрей захотел желе. Сейчас съедим его, наверное, сегодня. Дальше мы взяли готовую еду. В Жабке ее много. И это удобно. Надеюсь, она хорошая. И все будет с нами хорошо. В общем, взяли вот такой вот... Я взяла пюре, котлету и буряк. Андрей взял то же самое. Ну, точнее, там какая-то другая котлета. Нет, это не то. Ладно, дойдем. В общем, вот еще такой набор взяли. Тут что-то похожее, как мы брали в Дании. Если вы смотрели хоть один влог из Дании, если не смотрели, то вот, пусть будет повод, там классно было. Но я тогда еще не была популярной. Вот, и... Я и сейчас не популярна. Что ты ржешь с меня? Ну вот. Ну, это смешно звучало, ну, короче, просто разница большая. Вот, взяли такой набор, тут типа макароны, какой-то соус, салат, курица, сыр, дофига всего. Попробуем. И еще одно желе с крыжовником, наверное. Ой, так, что тут еще мы взяли? Жидкое мыло, потому что в этой квартире... Мы сначала сильно расстроились, то, что в этой квартире нету каких-то, типа, простых вещей, типа полотенец, там, мыло, не знаю, ну, в общем, таких бытовых штук. Оказалось, полотенце есть, остального нет. Нет, блин, пылесоса, ну как это в квартире нет пылесоса, я в шоке. Ну ладно, взяли мы... Да, веник даже непонятный какой-то вот такой, то есть надо вот так вот заметать, чешо, непонятно. Ну ладно, посмотрим. Зато есть спортзал, и надеюсь, он будет работать. И терраса. Взяли вот такой вот пудинг, ну, короче, протеиновая штука, типа йогурта. Такой же набор, точь-точь. Молоко на завтраке. Ох ты, ёпты. Что это такое? Это пиво, типа? Оно такое яркое. Андрей взял себе пиво, а мне гараж. Ну, надеюсь, он меня не разочарует. Оливковое масло. Неплохо, неплохо. Дальше, вот. Андрей взял себе вот такую вот котлету. Оно, кстати, называется как-то по-другому, но не суть. И какие-то там... Оно по виду похоже на котлету по-киевски, но не факт.
И какие-то там морковка, что-то такое, овощи. Вообще выглядит интересно. Мы не смотрели по датам, надеюсь, там все нормально. Это свежее относительно. Также взяли вот такую обычную колбасу, сыр. Кстати, ты не сильно далеко стоишь, там видно вообще что-то? Надеюсь, видно. Овсянка. Сначала не нашли, потом нашли. Сливочное масло и вот такой вот сыр моцарелла. Вот, вроде бы это все. Ну, не так уж-то и много. А может и много. Ну, учитывая, что это Жабка и супер маленький магазин, то, в принципе, господи, Андрей Император. Короче, я повеселела просто немножко на стрессе, потому что у нас была небольшая спешка. В общем, все это вместе вышло на 168 злотых. Много или мало, решать вам. Ну, вообще, вот такие вот маленькие магазины, они, конечно, подороже. Вот. Но у нас других вариантов не нашлось. Так что вот такая вот закупочка. Спасибо, что прожили с нами очередной переезд. Ставьте лайк, если вам было интересно и вы ждете видео с Гданьска. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!